Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал, и сегодня мы с вами разберем, как вязать вот такой популярный мотив. Здесь много интересных элементов, сложных столбиков. Мы с вами все подробно разберем. В этом видео я вставлю схему этого мотива, а также постараюсь в описании под этим видео оставить ссылку на схему этого квадратика. Это очень красивый мотив. Его можно вязать как одноцветным, так и разноцветным. Он очень нарядно всегда смотрится. И салфетки, и скатерти получаются из него очень даже очаровательные. Я думаю, вы не пожалеете, если тоже свяжете какое-то изделие из таких квадратиков. Итак, приступаем. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и замыкаем в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика в колечко. Вяжем первый ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас начальный столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная петля, арка, и в колечко провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. 1 воздушная петля, столбик с 2 накидами в колечко, 1 воздушная петля. Всего нам нужно провязать 16 столбиков с 2 накидами и между ними арочки из 1 воздушной петли. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний 16 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, арочка, и соединяем в 4 воздушную петлю подъема в вершину начального столбика с 2 накидами. Пересчитаем, чтобы было 16 столбиков, чтобы не было никакой ошибки. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, и в этот же столбик вяжем столбик без накида. В следующую арочку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. В следующий столбик вяжем столбик без накида. В арку 2 столбика и столбик без накида в следующий столбик. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали 2 последних столбика в арочку и соединяем в первый столбик без накида при помощи соединительной петли. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий вяжем столбик с 1 накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика без накида, 1, 2, и в следующий, в третий, вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Пропускаем. В третий вяжем столбик с накидом. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель
И делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Делаем соединительный столбик в арку и вяжем начальный кластер из 4 столбиков с 2 накидами. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида в эту же арку, столбик с 2 накидами не до конца, еще столбик с 2 накидами не до конца и еще один столбик с 2 накидами не до конца. 4 петли на крючке, закрываем. Сделали начальный кластер. Далее 4 воздушные петли, арка 1, 2, 3, 4. В следующую арку вяжем кластер из 4 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Провязали 2 накида, 5 петель на крючке, закрываем. Арка из 4 воздушных петель, 3, 4. И так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 4 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального кластера. Вот, 16 кластеров и 16 арок из 4 воздушных петель. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. 1 воздушная петля, столбик без накида в этот же столбик, в арку вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в вершину следующего кластера, набираем цепочку из 11 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поворачиваем наше вязание, делаем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Соединили. У нас получилась такая вот петелечка. 1 воздушная петля. Разворачиваем и вяжем 19 столбиков без накида вот в эту петельку, которая у нас получилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас немножко сдвину. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще немножко подвину. 16, 17, 18 и 19. Провязали, обвязали. Вот что у нас получается. В следующую арку вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую вершину кластера столбик без накида, в следующую арку 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в вершину кластера
И снова делаем такую же петелечку. Набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поворачиваем вязание и в вершину столбика, который у нас выходит из вершины кластера, в этот столбик, делаем соединительный столбик. Давайте сделаем еще соединительный столбик в столбик, который рядышком. Поворачиваем вязание и в эту петельку провязываем 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот, получилось еще одно такое полукольцо. Далее вяжем в следующую арку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в вершину кластера. В следующую арку 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в вершину кластера. И снова делаем такую петлю. У нас должно получиться таких 8 петелечек. Встречаемся в конце ряда. Обвязали последнее полуколечко. 19 столбиков без накида. Вяжем 5 столбиков без накида в арку. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем соединительный столбик вот в столбик, который у нас уже сидит вот на этой арке, на этом полуколечке. Сюда подсоединимся сейчас. Вот что у нас получается. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик на этом полуколечке. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. 2 воздушные петли арка. Пропускаем следующий столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Пропускаем столбик и в следующий столбик вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. Пропускаем столбик с накидом в следующий. 2 воздушные петли. Пропускаем в следующий. 2 воздушные петли. Пропускаем в следующий. 2 воздушные петли арка. Пропускаем в следующий столбик. 2 воздушные петли. Пропускаем в следующий. 2 воздушные петли. Пропускаем в следующий. Итого мы провязали 9 столбиков
Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, все правильно. Далее 1 воздушная петля, арочка. Переходим на следующий полукруг. Здесь мы будем формировать уголочек нашего мотива. Так, что мы делаем? Вначале вяжем также 4 столбика, как и на этом полукруге. Так, первый столбик пропускаем. В следующий вяжем столбик с накидом. Угу. Далее 2 воздушные петли, арка. Пропускаем. В следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, пропускаем столбик без накида, в следующий столбик с накидом. Так, 3 провязали столбика пока. 2 воздушные петли, пропускаем в следующий. 4 столбика провязали, вяжем 5. Так, 2 воздушные петли и провязываем 5 столбик. Готово. Далее цепочка из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем наш мотив. Соединяем вершину последнего столбика с накидом. Получилась вот такая у нас петелечка. Воздушная петля, разворачиваем обратно на лицевую сторону и в это колечко, вот эту петелечку провязываем 19 столбиков без накида. 1, 2, сразу их поплотнее друг к дружке прижимаем. 4, 5, чтобы они все уместились. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, немножечко сейчас сдвину еще, 14, 15, 16, 17, 18, так плотненько они у нас ложатся, 19. Провязали. Вот что у нас получается. Давайте вот так. Это у нас уголочек будет. Далее давайте сделаем соединительный столбик. Сюда же вершину этого столбика с накидом последнего, 5-го. Вот. Соединили, чтобы было симметрично. 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем столбик без накида, дальше вяжем по этому полукольцу еще 4 столбика с накидом. 2 воздушные петли, пропускаем второй столбик, 2 воздушные петли, пропускаем третий столбик с накидом, 2 воздушные петли, пропускаем 4. Также у нас 9 столбиков здесь, но на 5-м у нас вот такая петелечка. Далее делаем 1 воздушную петлю и следующее полукольцо обвязываем просто 9 столбиков. На следующем полукольце у нас также будет формироваться уголок. И вот на этих 2 полукольцах также вот у нас будут уголочки. Встречаемся в конце ряда. Итак, мы сформировали все 4 уголка, обвязали последнее полукольцо. Теперь нам нужно соединить. Так, 1 воздушная петля, арочка тут. И соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема.
при помощи соединительного столбика. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. Делаем соединительный столбик в арку следующую. 1 воздушная петля. И в эту арку провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 1, 2, 3, 4 в следующую арку, столбик без накида, 1, 2, 3, 4 столбик без накида, 1, 2, 3, 4 в следующую, 1, 2, 3, 4 в следующую, 1, 2, 3, 4 в следующую арку. Итак, мы провязали 7 арочек из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 арок. Далее пропускаем арку из 1 воздушной петли и в следующую арку провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку, 1, 2, 3, 4 в следующую арку, 1, 2, 3, 4 столбик без накида в следующую арку. Вот, сделали еще 3 арочки. Далее переходим вот к этой петелечке, вяжем столбик без накида в первый столбик без накида. Здесь у нас 2 столбика подряд получается. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Пропускаем столбик, в следующий вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Пропускаем в следующий столбик без накида. На этой петельке у нас должно получиться 9 арок. 1, 2, 3, 4. Пропускаем в следующую петельку столбик без накида, 3, 4. Пропускаем в следующий столбик, столбик без накида, 1, 2, 3, 4. Пропустили в следующий, 1, 2, 3, 4. Пропустили в следующий. Итак, 9 арочек. 1, 2, 3, 4. Пропустили в следующий. 1, 2, 3, 4. Пропустили в следующий. 1, 2, 3, 4. Пропустили в последний столбик теперь на этой петельке. Так, у нас должно 9 арок. Пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. 9 арочек. Так, столбик без накида провязали. Теперь столбик без накида в следующую арку из 2 воздушных петель. 2 столбика подряд у нас здесь. Снова вяжем 3 арки из 4 воздушных петель. Первая арочка, 1, 2, 3, 4. Вторая арочка, 1, 2, 3, 4. Третья арочка. Вот так провязали. Далее пропускаем арку из 1 воздушной петли,
столбик без накида в следующую арку из 2 воздушных петель и повторяем по рисунку. Встречаемся в конце ряда. Так, я тут немножечко разбежалась, забыла, что у нас снимать видео, пришлось немножко распустить. Итак, подходим к концу 7-го ряда, провязали последний столбик без накида и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Все, 7-й ряд у нас готов. Получилось вот 4 уголочка у нас и 4 вот стороны. Так, вяжем 8-й ряд. Давайте с вами рассмотрим схему. На схеме у нас предлагается закончить вот здесь сейчас вязание, отрезать нитку и присоединить ее к верхней арке в середине вот этой стороны. Эту схему я прикрепила в начале видео, и если вы боитесь запутаться, то можете сделать скрин экрана и спокойно вязать по этой схеме, подстраховываться, подсматривать, какие где арки провязывать. Но так как мы обычно вяжем какое-то полотно из нескольких мотивов, у нас и так много всяких кончиков ниток, надо присоединять, прятать, поэтому я не люблю здесь отрезать ниточку и буду вязать одной ниткой. Сейчас мы с вами находимся вот здесь, еще раз повторяю, и мы с вами провяжем начало вот этого сложного столбика. Потом дойдем до этого сложного элемента, провяжем его полностью, обвяжем вот этот уголок и еще раз повторим для закрепления вот этот столбик. Потом обвяжем все по кругу, и когда дойдем до начального сложного вот этого столбика, тут уже будем рассматривать поподробнее. Итак, вяжем 8-й ряд. Делаем соединительный столбик в арку следующую. Так, и делаем первую часть вот этого сложного столбика. Набираем 2, 3, 4 воздушные петли, это первая ножка. Далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Это продолжение сложного столбика. Сейчас покажу на схеме. Мы провязали вот этот элемент и вот этот. Далее у нас арка идет из 2 воздушных петель. 1, 2. Сделали накид. Пропускаем следующую арку. И в следующую, вот через одну арочку, вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку, в среднюю, в 4-ю, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3. В следующую арку вяжем столбик с накидом. Здесь все понятно, на схеме все тут разобрали. Так, далее вяжем арку из 2 воздушных петель, 1, 2. И теперь вяжем сложный вот этот столбик крестообразный, паучок. Делаем 5 накидов, 3, 4, 5. Пропускаем арку и в следующую арку, в последнюю вот на этом полукруге, вставляем крючок, вытягиваем нить, провязываем 2 накида. Первый накид закрыли попарно, значит 2 петли, вторые. Так, у нас осталось 5 петель на крючке. Делаем снова накид, пропускаем арку и в следующую, вот где у нас 3 арочки, мы в среднюю вставляем крючок, вытягиваем нить. Закрываем 1 накид, у нас на крючке 6 петель. Далее делаем 2 накида, пропускаем арку и в первую арку вот на этой петле угловой вставляем крючок в эту арочку, подхватили нить, закрываем 2 накида, закрыли. У нас сейчас на крючке 7 петель. Подхватываем нить, закрываем 3 накида
И теперь остальные 1, 2, 3 и последнее. Все, закрыли попарно все петли на крючке. Вот что у нас получается пока. Далее 2 воздушные петли арка 1, 2. Сделали 2 накида. Вставляем крючок в вершину вот этого нижнего сплита, который мы сейчас с вами провязали, вот под 3 петелечки. Вставили, вытягиваем ниточку. У нас 4 петли, попарно все закрываем. 2 воздушные петли арка 1, 2. Делаем 3 накида. Вставляем крючок в середину, вот вершину этого сплита, в середину нашего паучка под 3 петли. Вытянули ниточку. Так, я заново сделаю, у меня тут что-то зацепилось. Угу. Вот. Так, 5 петель на крючке. Попарно закрываем. 1, 2, 3 и последние 4. Вот такой паучок у нас получился. Далее 2 воздушные петли 1, 2. Пропускаем следующую арку и в следующую вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли 1, 2, 3. В следующую арку вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли арка 1, 2, 3. В следующую среднюю арку, в пятую, вяжем столбик без накида, 4 воздушные петли арка, и в эту же арочку вяжем еще один столбик без накида. Вот такая у нас получилась петелька на угловой арке. Далее 3 воздушные петли 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3 воздушные петли провязали. В следующую арку вяжем столбик с накидом уже здесь у нас. Вот такая у нас история. Дальше 2 воздушные петли и начинается сложный столбик. Еще раз провяжем. Итак, сделаем 5 накидов. 3, 4, 5 сделали. Арочку пропускаем и в последнюю арку, вот на этом уголочке, вставляем крючок, провязываем 2 накида. Первый, второй. Делаем снова накид, пропускаем арку в следующую, вставляем крючок, закрываем 1 накид. Делаем 2 накида, пропускаем арку и в следующую, в первую вот на этом полукруге, закрываем 2 накида. У нас сейчас 7 петель на крючке. Подхватываем нить и протягиваем через 3. И теперь остальные все попарно закрываем. Далее 2 воздушные петли арочка 1, 2. Делаем 2 накида. Вставляем вот под 3 петельки в середину нашего этого паучка, снежинки этой. Кому как больше нравится. Закрыли все петли попарно. 2 воздушные петли. Делаем 3 накида, вставляем в серединку. Закрываем все. Готов еще один столбик сложный. 2 воздушные петли 1, 2. Пропускаем арочку и в следующую вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли 1, 2, 3, столбик с накидом. Вот такая у нас картинка уже вырисовывается. Это у нас начальный столбик будет потом. 2 сложных столбика мы провязали. Вот так вяжем по рисунку. Когда дойдем до этого уголочка, здесь мы с вами встретимся и провяжем начальный сложный столбик.
Ну вот, подошли к началу вот этого сложного столбика. Провязали столбик с накидом, 2 воздушные петли. И сейчас будем делать первые ножки вот этого сложного столбика. Делаем также 5 накидов. Пропустили арочку, в следующую арку провязываем 2 накида. Сделали накид, пропускаем арку, в следующую арку провязали накид. Теперь третья ножка вот этого сплита у нас уже вот начальный наш. Так, отсчитываем четвертую петлю, 1 2 3 4, вставляем крючок в четвертую петлю, подхватываем нить, протягиваем и еще через 2 накида. Вот такой у нас начальный сплит получается. Теперь попарно закрываем все петли на крючке. Так, далее 2 воздушные петли, арка, 1 2, делаем 2 накида и вставляем крючок в вершину вот этого сплита полученного. Теперь под 3 петельки вставили, подхватываем ниточку, закрываем все петли. А последняя, третья, вот эта ножка верхняя у нас уже провязана. Для этого мы сейчас делаем 2 воздушные петли, арочка, и соединяем вот в пятую петлю. Здесь нам нужно оставить арку из 2 воздушных петель. Соединяем. Вот такой сложный начальный столбик у нас с вами получился. Он ничем не отличается от остальных этих столбиков сложных. Все, 8 ряд у нас готов. Я из этого мотива хочу сделать салфеточку, поэтому сейчас я сделаю обвязку вот такую из столбиков с накидами, как на схеме. Давайте с вами вместе провяжем 9 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик, в следующую арку из 2 воздушных петель вяжем 2 столбика с накидом, 1 2, столбик с накидом в следующий столбик. Далее идет арка из 3 воздушных петель, значит мы в нее провязываем 3 столбика с накидом, 1 2 3, столбик с накидом в следующий столбик без накида. Далее арка из 3 воздушных петель, 3 столбика, значит провязываем, 1 2 3, столбик с накидом в столбик. Далее идет арка из 2 воздушных петель, вяжем 2 столбика. И так вяжем по кругу. В арку из 2 петель вяжем 2 столбика, в арку из 3 3 столбика. Единственное, что вот в эти вот угловые петелечки, которые у нас по уголочкам, провязываем по 5 столбиков с накидом для придания уголкам нашим такой формы острой. Ну все, сейчас я быстренько провяжу 9 ряд и встречаемся с вами в конце ряда. Ну вот, я обвязала по кругу столбиками с накидом. Делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю, вершину начального столбика. Ниточку я обрезать не буду, потому что буду продолжать вязать потом кайму. Какую кайму буду делать, пока еще не выбрала. У меня есть время. Если вы хотите вместе со мной продолжать вязать эту салфетку, пишите в комментариях. Я подожду, пока не буду ее делать. Почитаю ваши комментарии и потом решим, вместе мы будем вязать или я сама потом ее сделаю. Так, ну вот наш квадратик готов. Как видите, ничего сложного здесь нет. Я знаю, что многие боятся браться за этот мотив, думают, что здесь сложные какие-то элементы, и они не справятся. Но, как видите, с вами мы все разобрали подробно, ничего сложного здесь нет. Думаю, всем понятно, как вязать, какие его столбики и элементы разные.
Размер этого мотива у меня получился примерно 13 сантиметров, но он еще растянется после блокировки. Вязала я из ниток Анна 16 крючком 1,25. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте большой палец вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!